Здравствуйте! Вы на канале Эко, меня зовут Алексей. В этом видео я расскажу, как правильно пользоваться нашим терминалом и когда какая функция используется и для чего. Видео будет сейчас выглядеть следующим образом. Я буду рассказывать, за что какая функция отвечает, и показывать на автомобиле ее эффект. Первая функция у нас, находится она в самом верху, называется предварительная мойка. Она используется в каких случаях? В случае, когда машина сильно загрязненная. Если на машину, допустим, нанесено какое-то дополнительное загрязнение, там масляные пятна, или может быть от растений остатки, или от мушек. Вот это, то есть запомните, эта функция используется только в случае, когда машина действительно грязная. Сюда подмешивается химия в небольшом соотношении. То есть соотношение действительно небольшое, в основном это обычная холодная вода, но плюс немножечко химии, что дает нам дополнительный эффект промытия и очистки автомобиля. Продемонстрируем. Наносится предварительная снизу вверх на автомобиль. Можете обратить внимание, что она немножко пенится, поскольку в ней есть содержание химии. Также эту функцию можно использовать, когда летом у вас машина просто пыльная, обрабатываем предварительную машину и смываем водой, и машина чистая. Следующая функция нашего терминала – это интенсив. Интенсив, как и пишется, так и есть. Это интенсивная мойка вашего автомобиля. Когда она чаще всего используется? Вот, например, машина не мылась там 2-3 недели, месяц, То есть грязь такая, знаете, она бывает не сильно видна, но она такая уже въевшаяся такая, знаете, с таким налетом неприятным, цвет такой становится у нее. Интенсив очень хорошо отмоет эту грязь. Далее. Летом мошки, то есть по трассе, в городе часто, мы с вами встречаем, весь автомобиль усыпан. Также липа бывает, под тополями мы постоим. То есть интенсив – это очень концентрированная химия. Я, например, мою все время свой автомобиль интенсивом, но это я. Как моете вы, выбирайте сами. Интенсив также наносится на автомобиль снизу вверх, не забывая пройти отдельно колеса, колесные диски. Важный нюанс, обратите внимание, давления при нанесении интенсива практически нету. Почему? Потому что нежелательно, чтобы он попадал на кожу или вашу одежду. Интенсив, вдобавок к своим хорошим характеристикам, еще имеет очень приятный цвет. Я вам советую после нанесения интенсива на автомобиль дать ему минутку-две постоять, дать ему поработать хорошенько. Дальше у нас идет с вами функция воды. Это обычная холодная вода. Она используется для смытия химии с кузова автомобиля и иногда вместо предварительной мойки. Смытие автомобиля, важный момент, надо производить сверху вниз. Следующая функция на нашем терминале и в нашей автомойке – это пена. Пена используется в нескольких случаях. Например, если ваша машина средней степени загрязнения. И второй случай, если вам нравится, как выглядит ваш автомобиль, полностью покрытый пеной. Пена на автомобиль наносится снизу вверх, не забывайте пройти колеса. После нанесения пены на автомобиль ей нужно дать поработать пару минут. Функция терминала – воск, жидкий воск. Про него есть отдельное видео на нашем канале, ссылка будет в описании. Сейчас мы вам просто продемонстрируем, как он выглядит. Воск на автомобиль наносится также снизу вверх. Важный момент – не забывайте обработать колеса и не обрабатывать коврики. Следующая функция нашего терминала – это теплая вода. Функция теплая вода высокоэффективно смывает химию с автомобиля, удаляет грязь и хороша в зимний период. Следующая функция нашего терминала – это осмос. Осмос – это очищенная фильтрованная вода. В каких случаях она используется? Когда человек не хочет протирать свой автомобиль. Например, я так делаю постоянно. То есть она не оставляет никаких следов на автомобиле вообще. То есть после мойки автомобиля вы смываете ее осмосом или прям сразу химию смываете осмосом, это не важно. Но, то есть финальная
смытие должно производиться осмосом. И тогда вашу машину не нужно будет протирать. Вот и все. Смывать автомобиль осмосом мы начинаем сверху вниз, как в принципе и водой. Осталась последняя функция, последняя кнопка – это пауза, стоп. Она используется в случаях, неважно, за наличку вы моетесь или по нашей программе. Она используется в случаях, когда вам нужно прерваться. Нанесли пену, ждем пару минут. Там, переключиться когда-то вам нужно будет, да, там, с пены на любую другую функцию, там, с интенсива. То есть она, в принципе, выполняет функцию как раз паузы. И если у вас программа, то по завершению вашей мойки, чтобы ваши денежные средства обратно вернулись на ваш счет, нужно 2 раза нажать эту кнопку. Значит, наш терминал использует вот такую простую и понятную вещь. Сюда вы засовываете купюры номиналом 50, 100 и 200 рублей. Сюда у нас монетки, только по 10 рублей. Вот и все. Также у нас есть оплата с помощью приложения. Об этом смотрите отдельное видео. Мы с вами прошли все функции терминала. Надеюсь, видео было вам полезно. Вы на канале Эко. Меня зовут Алексей. До новых встреч!